Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить простой торт из готового слоеного бездрожжевого теста с заварным кремом. Сначала готовлю заварную основу. В сотейник с толстым дном кладу 2 яйца комнатной температуры и 100 грамм сахара. Перемешиваю до однородности. Здесь 20 грамм кукурузного крахмала. Это примерно 2 столовые ложки. Заливаю крахмал небольшим количеством молока и перемешиваю, чтобы крахмал растворился. Молока у меня 400 грамм. Его жирность 3,2%. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю молоко в сотейник и перемешиваю. Довожу смесь до кипения, периодически перемешивая венчиком. Тонкой струйкой вливаю крахмал и на медленном огне готовлю до загустения, постоянно помешивая. Появились крупные пузыри. Выключаю плиту. Чтобы избавиться от свернувшегося белка и крупинок крахмала, протираю заварную основу через сито. Накрываю пищевой пленкой в контакт. Дам основе остыть и уберу в холодильник. У меня 4 листа готового слоеного бездрожжевого теста. Вес теста 900 грамм. Тесто до конца не размораживала, чтобы с ним было проще работать. Каждый лист слегка раскатываю. Смазываю небольшим количеством растопленного сливочного масла, немного отступая от края. Масло я растопила примерно 30 грамм. Посыпаю молотыми грецкими орехами. Орехов ушло примерно 100 грамм. Сворачиваю тесто в рулет и скрепляю края. Делю рулет на части по 2 см шириной. Со вторым листом теста процедуру повторяю. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями, вы этим поможете развитию канала. Третий лист я тоже посыпала орехами, но нарезала не весь, оставила часть длиной примерно 12 сантиметров. Четвертый лист смазываю густым сливовым повидлом. Повидла ушло примерно 50 грамм. Ссылку на рецепт оставлю в описании под видео и в подсказке вверху экрана. Сворачиваю в рулет и делю на части. Противень застелила бумагой для выпечки. Уложила печенье и смазываю яйцом. Выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно 20-30 минут, в зависимости от вашей духовки, до золотистой корочки. У меня получилось 2 противня печенья. Готовому печенью даю остыть. Теперь готовлю крем. Миску и венчики для взбивания я предварительно охладила в морозильной камере. Наливаю 200 грамм холодных сливок жирностью 33%. Жирность сливок не должна быть менее 30%. Взбиваю сливки до пышности. Такой консистенции будет достаточно. Добавляю в сливки по 1 столовой ложке охлажденной заварной основы и перемешиваю. Температура сливок и основы должна быть одинаковой, чтобы крем не расслоился.
Крем готовлю не густой, чтобы пропитать рулетики. Если вы хотите получить более густую консистенцию крема, то увеличьте количество крахмала в заварной основе в 2-3 раза. Забыла снять, как добавила 2 пипетки экстракта ванили в крем. Вот такая консистенция крема у меня получилась. Пока печенье остывает, убираю крем в холодильник. Торт собираю на тарелке. Была идея собрать торт в виде цветка. Печенье хотела выложить, как лепестки вокруг пестика, но у меня это сделать не получилось. Поверхность печенья неровная, оно не держится друг на друге. Думаю, что даже если бы крем был густым, и я нанесла его толстым слоем, это все равно бы не спасло ситуацию. Поэтому установила кольцо и дальше укладываю печенье как придется. Некоторое укладываю боком, чтобы заполнить пустоты в форме. Каждый слой хорошо промазываю кремом. Верх торта тоже обильно поливаю кремом и заполняю пустоты. Накрываю пищевой пленкой. Сверху устанавливаю груз, чтобы печенье лучше соединилось друг с другом. В качестве груза использую литровую банку с медом и убираю эту конструкцию в холодильник на ночь. Утром снимаю кольцо. Посыпаю торт кондитерской посыпкой. Внутри этих шоколадных шариков печенье. Бока торта посыпаю остатками молотых грецких орехов и крошкой слоеного теста. Вот такой торт у меня получился. Несмотря на не очень привлекательный внешний вид, торт вкусный, крем не жирный и нежный из-за сливок. Печенье в торте пропиталось не полностью. Внутренняя его часть осталась хрустящей. Именно так, как любит мой муж. Торт вкусный и в меру сладкий. В общем, именинник остался доволен. А это самое главное. Торт высокий, но держит форму. Конечно, жаль, что не получилось собрать торт в виде цветка. Но получилось то, что получилось. Мои мужчины съели торт очень быстро, так что для гостей пришлось готовить другой. Процесс его приготовления я не снимала. Любители заварного крема и хрустящего слоеного теста оценят этот торт. Приготовьте торт по этому рецепту. Думаю, что вам он понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!